Всем привет, народ! Сегодня мы будем разговаривать о телеграм-боте Hamster Fight Club. И перед тем, как мы начнем, сразу вас предупреждаю. Не заходите в подобные телеграм-боты, не вносите сюда донаты, не тратьте свое время, не тратьте свои деньги. Лучше посвятите всю жизнь и эти средства себе и своим близким и родным. И что я хочу вообще рассказать о телеграм-боте Hamster Fight Club. Изначально, как у нас вышел новый второй сезон Hamster Combat, грубо говоря, Hamster Combat, которые сделали свой Hamsterverse, экосистему свою, в которой у них уже есть 3 игры. Это Hamster Game Dev Hero, есть Hamster Fight Club и есть Hamster King. 3 игры. Получается, все 3 связаны с хомячей у нас тематикой, но все 3 игры различаются по жанру. По сути, у нас Hamster Fight Club представляет собой некий такой гладиаторский хомячий бои, файтинг, в котором мы с вами принимаем участие. Для тех, кто еще ни разу не видел Hamster Fight Club, не принимал ни разу в нем участие и первый раз смотрит вообще ролики на эту тему, то объясняю, что здесь мы с вами играем за вот такого вот боевого хомяка, который принимает участие в сражениях с такими же боевыми хомяками. И тем самым мы повышаем свой уровень, зарабатываем очки навыков и прокачиваем своего героя. Изначально мне показалось, что эта игра немножечко унылая. Потом я в ней разобрался, начал прокачиваться и решил, что в принципе довольно среднячково, но неплохо. Можно в принципе поиграть. А сейчас я понимаю, что это очень сырая, очень непроработанная и непродуманная игра. И мне кажется, что разработчики Hamsterverse, Hamster Combat, которые делали все эти 3 игры, просто наплевательски отнеслись к своей аудитории и наплевательски отнеслись к своим детищам, к своим творениям. Потому что слеплена она на коленке. И здесь нет никакого смысла в этой игре, именно в Hamster Fight Club. Об остальных мы поговорим, возможно, в будущем. Возможно, в следующем ролике. Здесь нету того, к чему мы можем стремиться, нет какого-то определенной точки. Все, что мы здесь делаем, это развиваем нашего персонажа. Как говорится, что первое впечатление, оно обманчиво, но здесь это не касается. Получается, здесь первое впечатление было все-таки верным. Верным в том, что это очень унылая и печальная игра, в которой теряется весь смысл. И давайте я вот сейчас гляну. Получается, у нас в Hamster Fight Club в данный момент подписчиков у их канала 750 тысяч. А играют в их игру... это и есть, получается, бот сам. То есть через него мы запускаем. 750 тысяч, получается, человек играет в эту игру. И что я могу сказать? Нету здесь такого большого количества участников. Здесь очень мало живых игроков. И давайте вот продемонстрирую при помощи сражения, то, что, допустим, у меня сейчас 140 энергии. Получается, и мы сможем сыграть, теоретически 5 боев. И за 5 боев у нас будет, большая часть ботов. Как определять, что это бот? Вот по этой вот иконке персонажа, она, видите, серенькая, нет ни картинки, ничего, там нарисован хомячок. И обычно, если мы щелкнем вот сюда и посмотрим предметы, у ботов они не прокачаны. Видите, мои предметы, они прокачаны по уровню. У ботов они не прокачаны и идентичны нашему, то есть они отзеркалены. Если у меня одна фиолетовая, у бота будет тоже одна фиолетовая. У меня там 4 синих, у бота тоже будет 4 синих. У меня одна зеленая, у него будет тоже одна зеленая. То есть редкость нашего шмота такая же будет у бота, как и у нас абсолютно. Тем самым вот можно различать этих самых ботов. И давайте все-таки попробуем найти какого-нибудь живого персонажа и убедиться в том, что все вот эти вот показатели будут абсолютно другими. И для чего здесь вообще сделаны боты. Вот видите, второй бой, получается, уже начался, и у нас все равно во втором бое бот. Видите, абсолютно один фиолетовый, 4 синих, один зеленый. У него уровни шмота не прокачаны. Вот и видите, уже получается из 2 боев у меня попалось 2 бота. Для чего разработчики делали то, чтобы с нами в боях участвовали боты? Сделано это для того, чтобы нам с вами не было скучно. Потому что, видите, здесь идет поиск оппонента. И, по сути, в этот поиск другой игрок должен был нажать. Смотрите, 3-й бой и снова бот. Другой человек должен был нажать тоже поиск. И мы с ним должны
между собой сражаться, найти друг друга и сражаться примерно по силе. А так как у нас нет столько достаточного количества игроков, потому что не играют в эту игру, во-первых, по той простой причине, что Hamster Combat не раздал, а во-вторых, потому что она действительно унылая. И в-третьих, здесь нету ни обещания ничего аирдропа, да, как мы будем зарабатывать, ничего не понятно, и это тем более бета-тестирование еще даже открытое. И по сути, чтобы нам не было скучно, сюда воткнули вот этих самых ботов, чтобы поиск не шел минуту, 2, 3, 5, 10, нам сделали, что если в течение там, какого-то определенного времени не найдется нам живой игрок, нам будут ставить автоматически бота против нас. Тем самым, чтобы мы могли развиваться. Смотрите, 4-й бой и 4-й раз бот. О чем это говорит? Что настолько мало сейчас живых реальных игроков, которые принимают участие в этом телеграм-боте, что вот эти цифры в 750 тысяч, возможно, они накручены при помощи ботаферм, да, которые крутят количество подписчиков, крутят там, просмотры и тому подобное, потому что если мы вот с вами перейдем даже на их посты, то подписчиков у них 750 тысяч, да, на канале, а постов, просмотров всего 65 тысяч, меньше 10% от количества подписчиков у них просмотров. Это говорит о том, что этот показатель просто-напросто накручен, либо аудитория потеряла интерес. Ну и давайте последний бой, 5-й. И из 5 получается всего 10% от живой игрок. Смотрите, если мы включим, вот у него шмот, у него зеленых нету вообще, да, у него уровень есть на всех предметах, да, и у нас с ним, в принципе, плюс-минус там на 500 будет отличаться мощь наших персонажей. А когда бот, он может выйти в 2000 мощи, да, и раскидать нас просто за 2 удара, потому что это бот. Потому что у него просто все построено на рандоме. И вот к чему я. В чем заключается унылость и почему у этой игры нет абсолютно никакого будущего, даже после закрытого бета-тестирования, если они не придумают маркет, который вот у нас сейчас появился, да, вроде бы. Но в этом маркете все, что мы можем сделать, маркет у нас вот открылся, да, все, что мы можем сделать, приобретать сундуки за звезды. И со скидкой даже эпически 50, всего 7,5 тысяч звезд, и если я не ошибаюсь, поправьте меня, это в районе там $130, просто один шмот будет стоить $130, что за цены. И бесплатные вот у нас есть просмотры рекламы теперь, где мы можем пыль эту самую собирать, чтобы прокачивать наши предметы. Ну и пыль тоже диких каких-то вообще неимоверное количество денег стоит, так же как и восстановление энергии. Вот, и что маркет, по сути, должен был подразумевать собой, что, чего ждали все игроки, чего ждал я, да, что в маркет у нас появится и будет в нем торговля вот этими шмотками, которые мы с вами выбиваем, которые мы с вами вроде копим, и чтобы потом мы могли его продавать, игроки у нас живые покупали бы их, да, то есть я, допустим, этот фиолетовый меч 5 уровня бы поставил бы на маркет за энное количество, там, не знаю, хамстеров, да, либо там звезд, или не важно чего, там, тона, USDT, вот, и у меня игрок бы его покупал, да, а я бы дальше там прокачивал, снова что-то выбивал, снова что-то продавал. А он бы на начальных этапах, новый игрок бы покупал бы себе такой меч, прокачанный уже, чтобы добиваться более высоких результатов в турнирах. Вот, и к турнирам мы сейчас с вами подойдем. И то есть нам открыли маркет и не добавили ничего. Только донаты, вот в таких вот гигантских размеров. Вы мне скажете сейчас, всего это навсего бета-тестирование открытое. Все потом будет, все потом появится. Но уже этот открытый бета-тест полностью отталкивает меня даже, по крайней мере, от принятия участия в этом проекте. Какая здесь у нас может быть цель? Вот мы нажимаем одну кнопку, смотрим бой. Закончился бой. Получил сундук, продал, прокачал шмот. Все. Простейшие действия, нажимание одной и той же кнопки вот здесь посередине. Больше ничего здесь сверхъестественного нету. Турниры. Турниры как здесь у нас построены. Вот я занимаю 14 322 место. И мне кажется, здесь нет такого количества игроков. Все это здесь, не знаю, накручено может быть. И вроде бы вы скажете, вот у нас есть турнир, мы можем там зарабатывать тон. Это и есть то, к чему должны все стремиться. Итак, объясняю на своем примере. Вы сейчас видели, да, но я из 5 боев, по-моему, проиграл. Ну, если я не ошибаюсь, там, может быть, 2 боя, да, я проиграл. В основном я уже примерно засекал, из 10 боев 7-8 я выигрываю.
То есть 70-80% я уже до этого говорил в роликах, у меня винрейт, и теоретически я зарабатываю glory поинтов нормально. И то есть не внося ни копеечки доната, это вот весь предел, который я могу достичь. И соответственно турнир у нас построен на чем? Что вносите донаты, покупайте энергию, и тогда вы будете занимать призовые места. И получается турнир у нас построен не на том, чтобы прокачать своего персонажа, сделать его мощным, да, и побеждать в этих самых турнирах, а дело в том, что просто покупать энергию, чтобы гораздо больше боев сыграть и занять какое-то определенное место. То есть турнир у нас чисто донатный. То есть побеждают донатеры. Кто больше задонатил, тот и победил в этом турнире, соответственно, тот и заработал тон. А не все не построено не на том, что как человек играет, да, какой у него мощный персонаж. И что бы вы ни делали, даже если у вас будет 100% винрейт, вы каждый бой будете выигрывать, у вас энергии, которая у вас восстанавливается здесь, которую вы можете за рекламку там восстанавливать, вам ее вообще не хватит, потому что ее предел за сутки. То есть за 3-4 дня, сколько идет турнир, вы максимально, вот сколько вам дает энергии бесплатной, столько вы сможете заработать glory поинтов. И не хватит даже, чтобы достигнуть там 10-тысячного места. Так что, видите, цели в этой игре нет. И, скорее всего, в ближайшем будущем я ее заброшу, потому что она вообще не привлекает меня теперь никак. Маркет открыли, и здесь только донаты. Что будет в ответ? Нету ничего. Играйте в турниры, вносите донаты, чтобы заработать тон. То есть платите, чтобы заработать. Тоже так неинтересно. То есть никакой цели нет. Будущего, мне кажется, у этого нету. Ничего, хоть и закончится у нас открытый точнее, бета-тест. И ничего здесь, по-моему, сверхъестественного не появится. Все, тупиковая у нас игра, которая имеет никакого смысла. Нет никаких достижений, нет никакой цели. Так что крайне не советую в него заходить, крайне не советую в него играть. Это полная пустышка, и в скором будущем я ее заброшу. Вот такие вот у нас были новости и рассуждения по поводу телеграм-бота Hamster Fight Club. Не знаю, что делает команда разработчиков Hamster Combat, чтобы убивать всю вот эту свою систему и свой там великий хамстер, как бы его описывали, не нахваливали бы очень большие блогеры, да, все это пустышка, которая показывает отношение разработчиков к своим проектам и к своей аудитории. А я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.